Роды 19 января 2003 года в 15 часов 25 минут. Мальчик. Вес при рождении 3 килограмма 280 грамм. Рост 53 сантиметра. Дуй, Саня. Все, потушили, молодцы. Саша хороший мальчик, да? Осознанно сидит, понимает, что ему красиво делать. Друг, сначала застели свою кроватку, сделай заднюю. Все, скажи спокойной ночи. Спокойной ночи. Александр Дмитриевич, а ваши какие ощущения? Саша, давай пить шампанское. Перегорит, да? Шампанское пить, давай. Ну-ка, держи крепко! Держи крепко! Иди сюда скорее. Давай, пей, все. Давай скорее. Глоточек чуть-чуть, хватит. Нам наскучили актеры с их наигранными чувствами. Мы устали от пиротехники и спецэффектов. Мир, в котором живет Труман, создан искусственно, но в нем самом нет ни капли фальши. On the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin Land. A young youth, you're rocking the go-to. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gas for... Ну чё, погнали. Фонарь не забудь. Эта история. Родился я на севере в день крещения 19 января в городе Нижневартовск. Это маленькая атмосферная столица Самотлора, застроенная уникальными 16-этажками. Это такой отличительный, особый стиль города. И для меня эти шестналки имеют какую-то особенную ценность, вызывают острую ностальгию. Чтобы создать этот фильм, я потратил больше недели просто на то, чтобы отсмотреть все архивные видео с 1995 года. В то время мой дед купил камеру на последние деньги, потратив просто всю свою месячную зарплату. И он очень много снимал, ему это очень нравилось. Он всегда говорил, внуки вырастут и будут смотреть. И потом, после смерти деда, мама продолжила каждый праздник, каждое интересное событие снимать на пленку. И сейчас его кадры увидят тысячи человек. В 13 лет я помню себя неосознанным, глупым подростком. Я дрался, ходил на вписки, пил алкоголь, получал двойки в школе и не знал вообще, чего я хочу от этой жизни. И расслаблялся я играми, в которые я мог играть по 16 часов в день. Ё-моё, плюс цешет. Минус. Мы всемиром забывались через алкоголь, тусовки, никотин.
и пустые отношения с девушками. Это правда, я не буду это скрывать. Я рано повзрослел, и, можно сказать, я жил один. Ну, типа, отец возвращался с работы поздно ночью, после 23:00, и я привык просто быть один, выстраивать свой сон, свой быт. Вспоминаю, что в моей комнате на самом деле чаще всего было чисто и убрано. Вкусная еда всегда была готова, вещи постираны и поглажены, потому что я понимал, что мама не уберется и не приготовит вкусный ужин. Давайте назовем это творческим беспорядком, потому что... Мне все эти дела приходилось делать одному. И так я привык к самостоятельности. У меня денег было стыдно у отца просить, потому что я знал, каким трудом он их зарабатывает. И поэтому, живя с отцом, в Нижневартовске, гуляя с друзьями, конфликтуя с бродягами, я воспитывал себя сам. Нью-Йорк. Вот в Нью-Йорке сидим. Нью-Йорк вот здесь у нас тут. Ребята, вы спрашиваете, как добиться успеха? Во-первых, вам надо приехать в Нью-Йорк. И у меня нет желания в этом фильме выстроить себе образ несчастного детства, потому что мне просто повезло с родителями. Я не могу себе позволить сказать, что я был несчастлив. Мне было реально тяжело. В 7 утра просыпаться в школу. Все так плохо и фигово. Стрелки, тусовки, алкоголь, никотин, насилие, злость. И начиная примерно с 9 класса я начал задумываться, а каких вообще я друзей хочу видеть рядом с собой. Я, устал и начал все это менять. В 9 классе я нашел новых друзей. Это было просто прекрасное окружение ребят, которые философствовали, и каждый из них в чем-то силен. Один музыкант, другой программист. Я предприниматель, то есть мы все такие разные и дополняли друг друга. Когда было супер холодно, мы приходили друг к другу в гости. Эти прекрасные шестналки, стоящие рядом, там 3 минуты, я уже у друга. Или поднялся на этаж, и все, я уже могу отдыхать. Это вообще постоянно. Вот эти тусовки, какие-то мы видео снимали постоянно, клипы, слушали музыку, философствовали. Харлем Шейк — это полный кринж. Это весело, это было очень круто. Как мы ходили на концерты, это вообще отдельная история. Сегодня я официально объявляю сезон ежегодный, сезон Фейса открытым. Я курю, я бухаю, жру таблет, тракту суку без гондона. 20 тысяч шагов, значит, деньги так. Я не знаю, это было какое-то противоречие. Было невозможно не слушать Фейса. Его слушали все. Что точно могу сказать, пример родителей не позволил мне стать плохим человеком. Но это было единственной радостью в жизни, потому что смех друзей время от времени менялся на крик учителей. На Поволжье, на территории Поволжья, как руку, когда территория пашни освобождается от снега. Вот тогда пшеница, зерновая пшеница. Молодые люди! Я поняла, да. Вы математики бесполезно, мы его не переубедим. Этот максимализм мы сейчас не переплюнем. Мы поздравляем вас с началом нового учебного года. Сил вам, здоровья, терпения, выдержки, настойчивости, но самое главное, любви и добра. С новым учебным годом! Потому что не надо из себя обиженных строить. Что смотришь?
претендуешь на меня? Дмитрий Александрович, вот сейчас напротив меня стоит Александр. Заявление он принес, не написано от кого, не написана дата. Он заполняет при мне самостоятельно и говорит, что он может все сделать, он имеет на это право, и что все вокруг него нарушают закон, спорит со всеми. Профессионалы, не волнуйтесь, ваши дети в надежных руках. Ты не подчиняешься абсолютно. Можно выйти? Нет. В туалет? Нет. А я к медику хочу, мне плохо. Нет. Не, можно выйти? В туалет или к медику? К медику. Подожди немножко. Вот сначала... Ну мне плохо, можно выйти? Иди. Дмитрий Александрович, помогите мне, пожалуйста. А вот почему вы здесь на объекте? Я не буду говорить. Я каждого своего ученика вижу, каким он станет по жизни, каким он будет по жизни. Да? Очень плохо, Саша. Очень хорошо. В жизни тяжело придется. Он сказал, что безобразно себя ведет Гультяев. Саша, вот смотри, ты думаешь, ты такой первый в моей жизни? Или что ты думаешь? Мне вот такие вот, как ты, люди по жизни не встречают. A few minutes later. Вообще впервые за 23 года такого молодого человека вижу. Вот, удачи тебе. В этой школе училась моя мама, мой дядя, мой брат, моя сестра и я. Смотрю эти кадры и понимаю, с 1995 года эта школа не меняется. Я помню эту раздевалку, спортзал, коридор в столовую, деревянные стулья и кричащие учителя. Число 29 февраля класс не работает. 29 февраля класс не работает. Да, я был достаточно провокационным, но это не проявлялось так, что я оскорблял учителей или говорил, что у них ничего не получится. Нет, они просто ругали меня, а я мог улыбаться. Им это так не нравилось. С суффиксами он, еньк, иш имели уменьшительную. Уменьшительно-ласкательную форму. Например, березонька, доченька, а суффикс иш... Я не хочу жаловаться, как 99.9% всех, кто говорил что-либо про школу. Они только жалуются. Никто даже ни разу не попытался это поменять или улучшить. Задавай нам вопрос. Задавай нам вопрос. Ну что пожелаете мне? Тебе пожалуйста. Прошу учиться. Ты обидел его, но стою как мирю. Достойно бьюсь, и тебя полюблю, и тебя полюблю. Казак с того дня захворал, захворел, борща не хлебал, саламаты не ел. Лицом разглубил у матери грудь. И с ношей заветной отправился в путь. Учитель не может запретить сдавать задачи. Да он запишет его двойками. Думаешь, мы так не будем делать? Да я ему поставлю, что он будет пальцы. Я с садика помню, как я ждал 1 сентября. Я наконец-таки буду учиться, готовиться ко взрослой жизни. У меня появится своя тетрадь, свой дневник, свой учитель. Уменьшить, еще меньше, чтобы 5. 5. Хорошо. А 5 плюс 5? 10. Молодцы. А 10 минус 4. Или уменьшить на 4 10. 6. Да? Это как вот ты оттуда учила решать уравнение. Да, Оля? А почему ты тогда так сделал? Да, я не учился в частной школе. У меня не было учителей, которые смогли бы дать мне какую-то поддержку. Это правда, это суровая реальность. А нижневартовские разыскивают вандалов. В столице Самотлора появилась группа людей, которая портит облик города. На заборах, стенах, памятниках, дорожных знаках. Хулиганы наносят одну и ту же надпись «Предел». Что это означает, пока непонятно. Надписи наносят краской, и порой там, куда добраться, не имея навыков альпиниста, просто невозможно.
Push P. I did. Вся эта ненависть на школу выражалась в уличном искусстве. Это был одним из немногих способов заявить о себе и сказать людям, блин, задумайтесь о этой проблеме. Но это такой фактор гнева, фактор мщения. И хоть и никто не понял мой посыл, я смог удивить людей. Они смотрели на крышу школы и думали, типа, а как он вообще туда забрался? И что вообще означает эта надпись? Тут проявляется неудовлетворенность личной жизнью, неудовлетворенность своих потребностей. То есть человек ставит себе цели, возможно, они не совсем реальны. От того, что он их не может достигнуть, пытается свой гнев вывести таким образом, вандализмом, нарушая общественные порядки, причиняя вред сооружениям, постройкам, транспорту. Это все идет из детства. Это большой ребенок во взрослом возрасте. Граффити было одним из немногих способов самовыражения, который я мог себе позволить. И я считал, что я рисую, и никто не может мне указывать, что мне делать и как мне делать. Я больше не мог терпеть свою нудную жизнь. Дождливое утро, я решил немножко пробежаться. И раньше я бы выключил будильник и сказал, что на улице идет дождь, я лучше высплюсь перед школой. Нет. Я помню отчетливо слова в моей голове. Я буду любой ценой действовать, влиять на мир и зарабатывать. И это твердое решение по-настоящему все изменило. Я бежал изо всех сил в попытке сбежать от криков учителей, страха за свое будущее. Я бежал, потому что я годами не знал, что мне делать. Я понял, что ничего не умею. Я не знаю, с чего мне начать. Я не знаю, кто я есть и кто мне поможет. И что самое забавное, я даже не понял, что эта пробежка, это маленькое и примитивное решение стало моей метаморфозой, моим началом, историей. Гультяев History. Я, Александр Гультяев Дмитриевич, принимаю твердое, осознанное решение изменить свою жизнь. Я беру полную ответственность за свои изменения. Ежедневно, на протяжении 19 дней, я буду делать только то, что ведет меня к моим целям. Я – единственная причина моих изменений. И я сделаю это, и я изменю свою жизнь. Я наконец-таки почувствовал, что я что-то могу. Вот что произошло. Я поверил в себя. Черт, это началось просто с пробежки. Это началось с какого-то маленького решения. И я не останавливался. Вот что было. Это было слишком фанатично. Ну реально, это было слишком фанатично, потому что меня так бесила школа. Мне так хотелось что-то делать. Я даже помню, я садился рядом за парту со своими одноклассниками, и я говорил им: так, а ты не хочешь изменить свою жизнь? Я прям давал им книги почитать, отличникам, людям, которые вот так вот сидели на последней партии и не общались ни с кем. Я ко всем присаживался и говорил: ты не хочешь изменить свою жизнь? Прочитай вот это поменяло меня. В 14 лет я начал читать книги. Напротив моей школы был магазин «Радуга», в который я купил себе свою первую книгу. Она стоила 200 рублей. Я вот прям помню, сказал продавщице: можно мне книгу про богатство и саморазвитие? И знаете, я выбрал самую дешевую за 200 рублей. Валерий Синельников «Путь к богатству». И в этом же магазине «Радуга» напротив школы я купил себе книгу, которая называется «Экхарт Толле. Сила настоящего». Там рассказывается про то, как важен момент сейчас. Экхарт Толле «Сила настоящего». Вот, я прочитал эту книгу, и там было написано, что великие идеи приходят, когда твой разум пуст, и ты ни о чем не думаешь. То есть у тебя нет ни прошлого, ни будущего, у тебя есть только сейчас. Я думал только о том, как стать успешным, я думал о своем будущем, но я забывал, что есть момент сейчас, в котором я принимаю решение.
Сейчас я действую, а не в будущем и не в прошлом. И вот, прочитав эту книгу Экхарта Толле, ехал я в машине и присутствовал в моменте сейчас, и родилась идея. И я подумал, а может быть мне создать блог, в котором я буду делиться своими знаниями. И может быть подростки наконец-то очнутся. Гультяев History – это история одного человека, который показывает своим примером, как изменить свою жизнь и начать развиваться в 13-14 лет. По всему Нижневартовску он рекламируется тезисом «Я изменю твою жизнь». Я точно помню, когда у меня появилась идея о создании группы Гультяев History. Это произошло, когда я прочитал книгу Экхарта Толле «Силы настоящего». Я поехал в машине, я отключил свою голову, потому что я точно понял, что нужно все менять, нужно действовать, потому что бесконечное прочитывание книг, бесконечное изучение информации не приведет меня к результату. Приведет к результату дополнение к этому действия. Это было вроде такого журнала по саморазвитию. То есть, типа, ты мог посмотреть там советы от Робина Шармы, от Тони Роббинса, от разных авторов. И подростки, на удивление, это читали. Мне говорили, да кому нахрен нужно твое саморазвитие? В 14 лет люди думают о том, как им весело провести время в компьютере, там, на улице. Тогда это еще было непопулярным, 2017 год. Саморазвитие еще не было таким там трендом, в Инстаграме не было Reels, вообще ничего не было, ТикТока не было. На 26 июля 2018 год сейчас 57 тысяч участников. И знаете, вначале у меня было 100 подписчиков, через неделю 300. И я думал, как мне привлечь внимание. Я писал всем блогерам, предпринимателям, я был супер настойчив. Мне было так важно реализовать свою идею. Иногда мне просто не отвечали, только потому что знали, что я не отстану нафиг. Итак, я наткнулся на Игоря Войтенко. Я даже помню ту атмосферу, когда в дождливый день в 2017 году я посмотрел видео Игоря Войтенко, и я понял, что да, этот человек тот, кто мне нужен, этот человек способен изменить меня, и это тот тип человека, к которому я стремлюсь, да. И вся его деятельность завязана на том, чтобы идти к своей мечте. Это прекрасные тезисы для подростка. И только благодаря Игорю я стал тем, кем я являюсь сейчас. 13 августа я зашел на YouTube, я начал смотреть видео Игоря Войтенко. Я просто в эту секунду я понял, что видео вышло примерно 20 секунд назад, и я понял, что необходимо сейчас включаться, необходимо оставить комментарий, который поможет мне выйти на новый уровень. И я предложил помощь Игорю Войтенко. Мне повезло, я написал в правильный нужный момент, но этот нужный момент я искал не временем, а действиями. То есть я действовал и нашел нужный момент, да, который привел меня к результату. У меня появлялась идея за идеей. Через Road to the Dream я смогу вещать о своих мыслях, и саморазвитие станет еще популярнее. Для меня эти задачи и цели, они имели наибольшую значимость, потому что наконец-таки я мог выплеснуть свою энергию и сказать людям о том, что нужно развиваться. Это было так важно для меня, вы не представляете. И Игорь Войтенко мне сказал, ты можешь делать все, что хочешь. Я вижу, насколько ты заряжен. Саня, привет, мужик. Я в шоке от твоего заряда, брат. Я в шоке от твоего заряда и от твоего желания всех наказать, всех разорвать, мэн. Это ключ. Это ключ, это то, что нам надо, мэн. А так, мужик, все в твоих руках. Поднимаем, развиваем, наказываем на всех фронтах, мужик. Ты красавец, топик. Мой 999 проект. Я ни капли не жалею, что я тестировал разные сферы, набирался опыта, и я все время был с пониманием того, что я добьюсь того, что у меня будет множество целей, я буду прогрессировать самостоятельно. А вы с таким настроем?
Помощь другим — это ключ к успеху, естественно, и этому пример из моей жизни. Ну, давно я мечтал сделать себе YouTube-канал, но я очень долго боялся. Неосознанно боялся. И после того, как я понял, что я боюсь, я осознал, что это не мое бояться. Мое — это идти дальше всегда. В этом фильме я не хочу вам навязывать идею, что вам нужно быть программистом, дизайнером. Не хочу вам навязывать какой-то способ заработка. Нет. Этот фильм не про это. Этот фильм может ответить на ваш вопрос. Самый бесячий вопрос, который меня просто раздражает. Как заработать деньги? Я показываю своим примером. Вот как я это делаю. Следую своей мечте. Каждый день просыпаюсь с мыслью о том, как мне улучшить этот мир. Я брежу этим. Мне снится школа каждый день. Она снится мне каждый день. Школа, в которой не кричат, школа, которая учит реальной жизни. Школа будущего, которую я хочу создать. Я не хочу быть гуру, который рассказывает о том, как заработать деньги. Я не живу ради этого. Понимаешь, это вот мы в такую крайность пришли, как эффект на то, что образование становится полностью теоретическим в большинстве вузов и абсолютно устоявшим. Что ты получаешь диплом, который, кроме самой корочки, никакой ценности тебе не несет. Да, он, может быть, типа развил тебе как-то мозги, но, люди учатся так, что их цель уже получить диплом, а списать можно абсолютно все. И поэтому, ценность этого тоже пропадает. И на фоне этого люди просто ищут что-то, что будет максимально прикладным. Потому что они уже устали от этого булшита, когда им рассказывают какую-то херню бесполезную. То есть, например, если подросток влюбился, куда ему деться? Ему некуда деться. Или если подросток даже стесняется, вообще любой человек стесняется говорить о всех смысловых вещах, таких как там, зачем человек живет, зачем человеку знать стихи, зачем человеку, зачем любовь, зачем друг. Вот мне кажется, что, насколько я знаю из своих посещений школы, из общения с своим сыном, который постарше вас, но, в общем, тоже недавно был подростком, что подросткам таких разговоров очень не хватает. Мне важно, чтобы в True School не было воды. То есть, объясню, что мне важно, чтобы это была выжимка, потому что урок длится 25 минут, и я считаю, что время — это вот такой ресурс, типа человек, если чуть-чуть отвлекся, чуть-чуть воды добавить в урок, то все. Он ему дальше станет неинтересно. Я абсолютно с тобой согласен. Это вот ты прям абсолютно в точку говоришь. Самый твой большой ресурс — это внимание. А внимание у людей, его очень просто потерять. Особенно учитывая, что мы живем в эту просто эпоху того, что если видео длится больше 1 минуты, все, ты вылетел. Я думаю, 25 минут — это прям прекрасно. Мне эта идея ваша идея очень нравится. Мне кажется, она очень перспективная. Это история, когда вам понятно, что делать. Понимаете, понятно. Мне на самом деле эта тема безумно интересна. Наверное, основная причина, почему мне хочется этим заниматься, потому что это буквально то, о чем я очень часто думаю, то, о чем я даже я прихожу на офисные часы в классе, это то, что я готов обсуждать. Это безумно интересная тема, и она, мне кажется, интересная во многом, потому что здесь нет правильного ответа. Да. И это то, к чему ты можешь прийти. Философский очень вопрос. К сожалению, мы живем, где живем, и там, где мы живем, не может любой человек просто взять отключку. Потому что это очень серьезный вопрос. Потому что все ваши мечты могут разбиться о том, что вас просто через несколько дней закроют, и все. Я вам хочу сказать такую вещь, что вот вы живете в мире, и я, и все, где очень любят хвалить мечту. Где вообще человек, умеющий мечтать, он крутой. Вы уже в мечтах, вы создали эту школу, она уже стала всемирно известной, и у вас лучше. Вы уже все это прошло. На самом деле не произошло ничего.
В реальности пока не произошло ничего. Это надо тоже очень хорошо контролировать, потому что можно так в мечтах и дальше жить. И в любом случае, мне кажется, это хороший подход, потому что, смотри, ты не готовишь человека к профессии конкретной, но ты как бы человек узнает прикольные штуки, которые в реальном мире существуют, и за счет этого прокачивается и узнает то, что, грубо говоря, проходит в школе. Ну и это интересно, потому что это не какая-то вещь абстрактная. Мне даже школа каждый день снится, чтобы ты понимал, настолько мне эта тема интересна тоже. Мне, кстати, тоже что-то про школу. Самое ужасное, что запомнилось мне в школе, собрали родительский комитет, директора, всех учителей, чтобы меня, семиклассника, научить жизни и сказать, в чем я не прав. Пригласили меня, моего отца, и мы сидим в раю этих 15 женщин, озлобленных на меня, которые говорили, что я мешаю обучающему процессу. Да черт побери. Я вышел, заплакал просто. Это было моральное давление, к которому не был готов семиклассник. 13-летний пацан, которому говорят, что он просто ничтожество из-за того, что мешает всем учиться. Да, я вышел и заплакал. Я думал, что все, конец. Мой отец скажет мне, что они правы. Одноклассники стояли рядом с этим классом, в котором меня отчитывали. Они меня ждали, я выхожу, и они такие: Саш, как ты? Мы понимаем, это жопа, это жесть. Я одеваю сменку, мой отец говорит: увидимся на улице. Я думал, что мне просто капец. Я выхожу, иду до машины, сажусь, и он мне говорит: не слушай их. Вы даже не представляете, насколько это было показательным, что учителя, они никто, чтобы оценивать меня. Школьное образование, я думаю, следующее, оно нужно только тому, кто в нем нуждается. Если ты покидаешь школу, если ты не учишься в школе, ты должен уметь и заменять информацию фундаментально. К примеру, это история, философия, психология, литература. То, чему учили в школе, мне было неинтересно. Я не находил просто тех знаний, которые бы меня там вдохновили. Я сам распоряжался своей жизнью. Я изучал только то, что мне интересно. Я изучал биологию, литературу, ту же математику, но вне школы. Я покупал книги, искал замену тем преподавателям, которые у меня были. И я ощущал свободу, потому что никто меня не заставлял учиться. Я сам изучал то, что для меня сейчас важно. И мне было очень интересно найти правду в том, что говорят авторы, которых я читаю. Один мне говорит, что мясо это полезно, а другой говорит, что мясо это самый вредный продукт, который только существует. И вот я часами просто сижу и провожу ресерч. Изучаю какие-то исследования, оцениваю разные точки зрения, которые в итоге меня приводят к правде. И поиск правды – это было моей главной мотивацией учиться. Ну и, конечно, я понимал, что образование, быть образованным, поможет мне раскрыть свой потенциал, поможет мне быть способным решить любую поставленную задачу. Мой главный математический пример в жизни – найти свое призвание. Если вас реально что-то не устраивает, не миритесь с этим. Измените свою картину мира. Я был веганом, я был вегетарианцем, и доходило даже до фруктоедения, когда я питался только исключительно фруктами. И этим я хочу сказать, что авторы, которых я читал, они имели прямое, непосредственное влияние на все сферы моей жизни. Не учителя, не родители, а именно книги. Они были моими воспитателями. Веганом я стал после прочтения книги «Китайское исследование»,
фруктоедом после прочтения литературы Поля Брека. И это удивительно, ведь моя жизнь, по сути, зависела от того, прочитаю ли я правильного автора или нет. Правда ли пишется в тех книгах, которые я читал? Не врет ли мне автор? И вот это меня очень тревожило, ведь от моего выбора зависела вся моя дальнейшая жизнь. Я чувствовал какой-то скептицизм. Я не доверял тому, что я читаю. Потому что я понимал, что есть какие-то авторы, которые могут это опровергнуть. И вот мне всегда было интересно смотреть на теорию с разных точек зрения. Я считаю, это помогло мне не стать гуру, который зациклился на одном мнении и не может понять, что делать дальше. У меня есть обида на учителей. Доброе утро, первоклассники, родители, учителя и гости нашего праздника. Сегодня день начала учебы с огромным миром знаний, которого готовы открыть вам учителя. Мне было очень оскорбительно учиться в своей школе. Да, в конце концов, одевайся легче. Что, я перед тобой в шубе стою? Если тебе жарко, значит, ты кофту выбираешь, ту, которая нужна. 11 класс я закончил без понимания того, что я закончил школу. Я не ощутил выпускной, потому что был коронавирус, и все сидели по домам, и было запрещено делать выпускные. Я не поступил в университет, и я пропустил студенческие годы, в которых ты веселишься. Всего этого нету в моей жизни. Я точно могу сказать, что я необразованный человек. Это 100% как факт, учитывая, что я не закончил школу или университет. Но это не показатель того, что я не способен достичь чего-то или изучить что-то. Я хочу сказать этим, что я делаю школу не потому, что я всезнающий и хочу делиться тем, что я понял за все эти годы. Я не считаю себя гуру. Я создаю школу, чтобы наконец-то самому научиться чему-то. Потому что та школа, в которой я учился, не подготовила меня к реальной жизни. Все смотрят на меня. Молодцы. И это не красивые слова, это факт. Потому что без системы, в которой я просто существую, мне по сути нечего делать. Нету места, в котором подростки могут как-то объединиться и чему-то научиться. Такого места просто не существует. Все эти частные школы, где обучение стоит там $1000 в месяц, это не по мне. Я хочу сделать образование доступным, так, чтобы все люди в этом мире могли учиться, в том числе и я. Как часто вы заходите в YouTube? Как часто вы смотрите короткие видео? Каждый день. И дело в том, что деградация сейчас номер один, это тренд. И нету ни одной образовательной платформы, где ты можешь развлекаться и учиться одновременно. И я считаю эту идею гениальной. Идея True School. И практически на каждом созвоне с преподавателями, которые будут преподавать True School, я слышу такое: Саш, а почему ты думаешь, что подросткам интересно учиться? Я знаю, студентам интереснее бухать. Я знаю, что школьникам интереснее играть на уроках. Я знаю, что людям не интересно учиться. Но я верю в глубине души, что True School может это изменить. В течение 2 лет я 3 раза пытался запустить школу, и слава богу, что я не запустил. Все складывается так, как должно. Я так мыслю, но с другой стороны, я потерял сотни тысяч рублей, и у меня не получалось очень много раз запустить школу. Я все еще ее не запустил.
Я говорю про сложный процесс создания платформы. Образовательной IT-платформы, которая станет фундаментом для True School. Это будет та почва, в которой может вырасти искусственный интеллект, который будет помогать обучать людей. Это та почва, в которой True School сможет развиться. И я пытался в течение 2 лет запустить эту школу 3 раза. Как сильно у меня снялись розовые очки, потому что я был тем самым человеком, который был уверен в каждом собственном шаге. Но мы живем в то время, когда очень сложно быть уверенным. Как сказал Андрей Максимович, вашу школу могут закрыть через 2 дня после ее открытия, потому что мы живем там, где мы живем. А там, где мы живем, школу не открывают. Но я в это не верю. И не боюсь этого, потому что True School — это положительная компания, которая может улучшить жизни сотен тысяч людей, а может быть и миллионов. 3 раза я хотел запустить школу, и 3 раза я не смог. И это было очень больно. Самое сложное, когда ты делаешь и не видишь никаких результатов. Ты делаешь год, ты делаешь 2-й год, и у тебя нет результатов. Это самое сложное. Когда ты понимаешь, что люди вокруг тебя уже начинают отворачиваться, потому что у тебя нет результатов. И дело в том, что рано или поздно у тебя получится. Но пока что с 14 лет я этого не ощущаю, что у меня получилось. И моей главной задачей сделать школу, которая будет вдохновением для миллионов людей, источником знаний и образования. Это будет доступная платформа для многих людей, потому что я не буду просить сотни тысяч рублей за образование. Моя цель — сделать платформу бесплатной. Но пока что мне нужно получать финансирование, потому что, как мне сказал мой наставник, ты только проверь, смогут ли люди работать бесплатно. За последние 2 года я понял, что нет. Люди не готовы работать бесплатно за идею. В отличие от меня. Может быть, поэтому за 2 года я не запустил школу. Но моя задача на True School — это точно не заработать. Да здравствует свободная школа. Я улыбаюсь, потому что наконец-таки я ощущаю, что я близок. Близок к открытию школы. Я надеюсь, все получится. 20 февраля 2024 года Александр открыл сайт True School, чтобы изменить школьное образование. Это первая онлайн-школа, где люди учатся не ради оценок, а ради знаний.